Последние события в Республике Южная Осетия, где мне была представлена возможность быть международным наблюдателем на выборах президента этой республики, к сожалению, закончится не так, как нам всем бы хотелось, тем, чтобы этот этап в истории республики прошел бы благополучно, мирно. И вот сегодня явно обострились отношения внутри республики, что вызывает искреннее сожаление, в том числе с моей стороны. Я был на выборах, втором этапе выбора президента Южной Осетии. В день выборов уже был на одном из участков при его открытии. В принципе, мне понравилась сама система выборов, то есть все было подготовлено неплохо, и избирательный участок, и те моменты, которые, значит, они ввели, так сказать, как новшество, того, чего нет в российском избирательном праве. В частности, на каждом бюллетене представители двух кандидатов расписывались на обратной стороне, отмечая, так сказать, его легитимность этого бюллетеня и избирателя самого. Кроме того, в каждом паспорте ставился штампик о том, что он прибыл на этот избирательный участок. И я, в общем-то, был искренне доволен, что все должно пройти нормально. Затем, в ходе выборов уже я в течение всего дня посетил более 15 участков избирательных. И вот эти вот новшества, к сожалению, привели к тому, что сбился темп подсчета голосов. В чем проблема? Ну, во-первых, не все ставили штампики в паспортах. Они проходили прямо к спискам, где, значит, его фамилия, или вносили его, потому что были очень много с открепительными талонами и другими, в связи с тем, что там действительно еще пока не все спокойно в плане, где люди живут, где проживают, где прописаны. Во-вторых, когда получали бюллетень, не все подходили к представителям, наблюдателям и отмечались с обратной стороны. Ну, вроде бы мелочи, но они в результате, когда я уже после 20 часов, вернее, без 15:08 попал на один из избирательных участков специально для того, чтобы посмотреть, как будет идти подсчет голосов, я понял, что вот эти вот небольшие вроде недочеты приводят к тому, что точность подсчета голосов нарушена. Ну, во-первых, мне, например, вынуждены говорить, что меня едва не выставили с этого избирательного участка, считая, что международный наблюдатель, как считал председатель этого избирательного участка, присутствовать при подсчете голосов не имеет права. Хотя на избирательном участке была масса людей, которые никакого отношения к подсчету голосов не имели. Это первое, что, ну, преодолел я это препятствие, естественно, остался на избирательном участке. Во-вторых, еще после 20 часов, когда по закону он должен 20:00 быть закрыт, люди еще шли, прибегали какие-то, значит, молодые ребята, быстренько оформляли там, значит, и опускали в урну свои бюллетени. Это грубое нарушение того, что не должно быть. Затем, когда начался подсчет голосов, вот эти вот проблемы, о которых я говорил, о том, что много оказалось так называемых испорченных бюллетеней. Почему-то считалось, что если на обратной стороне нет подписи наблюдателя, значит, этот бюллетень испорчен. Если, значит, против фамилии кандидата, значит, галочка в квадратике выходила за пределы этого квадратика, тоже почему-то считалось, что это бюллетень испорченный. И вот таким образом набиралось, вот, например, на маленьком участке, где всего 485 избирателей, было 388 голосующих, вот таких испорченных, так называемых, хотя я не понимаю, почему были они считались испорченными, было около 20. Вроде бы не так много, но на самом деле, значит, это все приводило к тому, что хоть там и мало голосов, все это, если на других участках, их 85 было в республике, вот так по мелочам можно было набрать не 1000 голосов, значит, потерять или набрать, одному кандидату потерять, другому набрать в результате вот подобного подсчета. Поэтому мне кажется, что решение Верховного суда республики вполне обосновано. Надо по-другому, более тщательно готовить
работу избирательных участков, в целом избирательной комиссии. Все-таки ряд проблем, которые были в период выборов, они не могут окончательно убедить, например, одного из кандидатов, например, того же Бибилова, Анатолия Ильича, что выборы прошли честно, и он проиграл именно такое количество голосов. Я в это не верю, потому что вот на том участке, где я был, за него проголосовало 67% голосов. Остальные были за Аджиоеву. Поэтому такой разницы, пусть, я повторяю, это небольшой участок, сельский, но такого отрыва не могло быть, если бы абсолютно четко подсчитывались голоса. На мой взгляд, сегодня самое главное для жителей Южной Осетии, к которым я искренним уважением отношусь, люди живут в тяжелейших условиях, в полуразрушенных домах, еще далеко не все решены проблемы, значит, и коммунального порядка, и многие другие, дороги разбиты, газа пока нет, хотя он к республике подведен, и многое-многое другое. Надо выдержать, и люди там очень мужественные, очень грамотные и понимающие ситуацию, поэтому дождаться следующего этапа, как определил парламент республики 25 марта провести выборы. И самое главное, самое страшное, я обращаюсь к жителям Южной Осетии как к землякам, не допустить какого-либо кровопролития. Не дай Бог. Вот этого, чтобы не было допущено в республике. Эта проблема выборов, она есть сегодня, завтра ее не будет. Будет 25 марта, будут выборы, будет принято решение этим же народом, кого избрать. И таким образом республика сможет дальше жить, развиваться, восстанавливаться